Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nix and Play. Тема со слотами в сталкере довольно-таки актуальна. Полностью разблокированные места для устройств могут быть полезны не только PvP игроку, но и фармеру, чтобы немного сэкономить стаб раствора или не растерять по пути найденные случайно артефакты. В ранних версиях игры слоты для устройств открывались только при достижении определенного уровня боя, поддержки и выживания, и в них можно было вставить только артефакты. МЗА раньше не экипировался, держу в курсе. Далее в ходе обновления игры разработчики добавили ножи для разделки и переделали систему карманов. Теперь для открытия ячеек не нужен уровень, теперь требуются определенные вещи, в которых имеются так называемые карманы. Об этих вещах я тебе сейчас и расскажу. Первое, что хочу отметить, это одежда. Для себя я выбираю наиболее дешевый вариант. Это либо штаны с карманами, либо штаны Мабуто. Двое из этих штанов имеют по 2 места для устройств, а в выборе между ними исключительно визуальное предпочтение каждого, так как параметры и показатели все одни и те же. На тело однозначно куртка спецовки. Хоть ее цена и подскочила в последнее время, но все равно она дешевле, чем ее аналоги с 2 карманами. Одев эти две вещи, ты уже получаешь 4 открытых кармана. Супер дешевый аналог костюма Горка 4, между прочим. Братик, если ты только начинаешь играть на проекте, то вводи промокод NIXN при регистрации. Он даст тебе бесплатный премиум аккаунт на 7 дней. Ссылка на регистрацию в описании и закрепленном комментарии. Далее одевай бронежилет PAS GT и боевую выкладку десанта, и ты откроешь оставшиеся 4 кармана. Бронежилет PAS GT один из более-менее нормальных бронежилетов из тех, которые совместимы с боевой выкладкой десанта, который открывает тебе 4 слота, между прочим, сразу. Итог. Штаны Мабуто или с карманами, куртка спецовки, броник PAS GT и боевая выкладка десанта. Это самый дешевый способ открыть максимальное количество карманов у твоего персонажа. PvP с таким броником особо не разгуляешься в принципе, но лучше так, чем без него. Есть, конечно, варианты посолиднее, но выложить за него придется огромное, баснословное просто количество ноликов. Это бронежилет 6b4 разгрузка чеком. Броник 6b4 не только хорошо защищает от пробития мутантов, но и добавляет 2 кармана. А чеком добавит тебе еще 10% защиты от мутантов и 2 дополнительных кармана. Но на минуточку, сам чеком стоит около 70 миллионов и бронежилет около 40 миллионов. Да, ребят, вот такие вот цены. На доске их, к сожалению, не было, поэтому показать не удалось. Для обычной копалки, по моему мнению, достаточно будет самого дешевого и практичного варианта, потому что ПКшник так и так тебя застанет в самый неудобный момент и сольет в спину. Будешь ты с чеком или без него, ему абсолютно наплевать на это. Если ты обычный сталкер, который хочет просто бегать со всеми карманами, то выбирай первый вариант. Не парься и не плати кучу денег. Возможно, ты месяц побегаешь со всеми карманами и поймешь, что это тебе совсем не нужно. Тем более в приоритете у тебя все равно копать, а не стреляться. В редких случаях ты будешь попадать в какие-либо передряги. Братишка, надеюсь, я утолил твое сталкерское любопытство по поводу карманов. Теперь дело за тобой. Подпишись на канал и напиши комментарий. Для меня это очень важно. Спасибо за просмотр. Увидимся в зоне, сталкер. Ну, проветришься, заходи.